Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы продолжаем наше обучающее видео. И если в одном из последних видео мы с вами разговаривали про то, что касается бара и... Друзья, что же мы будем с вами сегодня рассматривать? Сегодня мы будем рассматривать работу, как я сказал ранее, плеч, только в гимнастическом варианте. То есть мы будем рассматривать все варианты, все периодизации, которые связаны так или иначе с handstand push-ups. Посмотрим, какие у нас есть упражнения, с чего начинать, до чего надо дойти. И думаю, на этом все. Не будем углубляться прямо во все мелочи, немного закроем технику, но если вам будет интересно какие-либо упражнения из этих или всех, именно рассмотреть и изучить, и научиться делать именно с помощью, не с помощью, а техническую сторону, как правильно все это делать, вы можете написать об этом в комментариях, и я с удовольствием запишу про это видео. Итак, друзья, handstand push-ups. С чего мы начинаем? А начинаем мы совсем с простого такого упражнения, которое называется pike push-up. Выполняется оно следующим образом. Это нам тоже понадобится, но чуть попозже. Итак, чтобы не мешало, выполняется оно следующим образом. Первое, мы должны стать как можно ближе ногами к рукам. То есть, если наши руки находятся приблизительно на ширине плеч, может быть, чуть-чуть шире, окей, наши ноги не должны быть вот тут вот сзади, наши ноги должны быть как можно ближе. Во-первых, плюс мы должны, во-вторых, встать на носочки. В-третьих, если кому-то из-за растяжки тяжело, видите, я тоже не могу совсем близко, можно подсогнуть чуть-чуть колени. Это помогает, у кого с мобильностью немного хуже. Да? Итак, мы встали, пододвинулись, поднялись на носочки как можно выше и делаем отжимания. Коснулись пола головой, отнажались назад, переквили вес на руки, коснулись головой, отжались. Окей, друзья, это самый первый вариант, который называется pike push-ups. Он, по идее, должен быть самый легкий. Но я вам обещаю, он не самый легкий. Он далеко не легкий, он достаточно сложный. Это очень хорошее силовое упражнение. И чтобы научиться его правильно, делайте как надо, может взять какое-то время. Ну, только если вы не действительно очень сильный человек, у вас достаточно сильные плечи, или вы какой-нибудь там гимнаст. Итак, друзья, некоторые детали в этом упражнении. Первое, как вы видели, да, как я сказал, чтобы его правильно выполнить, ваши руки и ноги должны быть достаточно близко друг к другу. То есть вы должны стоять вот прямо вот так вот, да, то есть пятой точкой прямо смотреть вверх. Причем не ровно, а перевести вес чуть-чуть на руки и стоять на руках. То есть вся кета здесь, весь прикол здесь это стоять именно на руках, а не чтобы вес был распределен 50 на 50 приблизительно. Дальше, когда мы отжимаемся, да, мы нашими локтями должны уйти вперед. То есть мы должны прийти головой так, чтобы, видите, вот моя голова, а руки здесь. То есть должен быть треугольник между руками и головой. Мы не задираем и не пытаемся коснуться носом, мы идем головой вперед, касаемся головой. Руки не должны быть здесь и голова. Только вот в треугольнике, в таком порядке. Локти не должны уходить в сторону, они должны сгибаться вперед. То есть это такое же упражнение, как если вы делаете жим штанги стоя. Вы делаете локти вперед чуть-чуть, по 45 градусов. То же самое здесь, только мы опускаемся вниз. Окей? Это первое упражнение, которое мы выполняем и которое укрепляет достаточно хорошо наши плечи. Если вы научились его делать и можете сделать 7-10 повторений, достаточно чистых, правильных, хороших, сильных, мы можем перейти к следующему упражнению, ко второму. Второе – это тоже pike push-ups, но теперь мы делаем его с ногами на тумбе. Поехали смотреть. Итак, у нас есть тумба, бокс. Мы должны опуститься руками вниз. Мы должны сделать так, чтобы наша задница была ровно над руками. То есть надо постараться как можно, тут тоже должна быть хорошая растяжка, чтобы как можно выше была задница, руки, ноги прямо. То есть должен быть приблизительно какой-то угол такой, да, в тазу, что таз смотрит вверх. И отсюда мы делаем отжимания. Так же самое. Коснулись, отжались. Коснулись, отжались. Теперь, оттуда еще же слезть надо. Ой. Теперь, друзья, это уже чуть более сложно, потому что, во-первых, больше веса находится на руках. Когда ноги выше, больше веса находится на руках, отжиматься чуть тяжелее. Это первое.
Второе. Отжиматься надо так же, чтобы голова и руки составляли треугольник, а не прямую линию. Вот так, да? То есть оно должно быть все-таки вот так. Если вы будете правильно отжиматься, вы почувствуете достаточно хорошую нагрузку на плечи и поймете, что они там работают. Третье. Это даже не третье, скажем так, а ошибка, которая есть как и при отжиманиях на тумбе, так и при отжиманиях на полу. Окей? Это то, что люди не стоят тазом вверх. Окей? И, друзья, если у вас мобильность ваша не позволяет, значит, вначале надо разработать мобильность. И пока в это время делать какие-то другие упражнения на ваши плечи. Но мобильность здесь нужна, потому что делать вот таким вот образом, как многие делают, это становится типа что-то вот такого, да, и начинают делать вот такие вот отжимания или вот такие вот отжимания. Это никакой не пайк пушапс, это даже не обычный пушапс, это непонятно что, гибрид между тем и тем. Это неправильно, это толком не работает на ваши плечи, и это ничего вам никаких усилий не доставляет. То есть оно вас вообще никак не будет укреплять, а скорее всего только еще и может какую-то травму вашим плечам наработать. Поэтому, друзья, важно, вес в этих упражнениях должен быть на руках. Ноги здесь только вспомогательные, они вас поддерживают, они облегчают, забирая на себя часть веса, но вес должен быть на руках и работать надо плечами. Окей, запомните, это важно. Дальше, третье, поехали. Итак, друзья, третье упражнение – это уже keeping handstand push-ups. Это уже непосредственно мы делаем возле стены, с ногами на стене. Естественно, тут надо усилий уже намного больше и сильнее. Но плюс в этом упражнении в том, что здесь мы помогаем себе ногами. Выглядит это все следующим образом. Голова на полу, руки чуть-чуть впереди, закинули таз. Таз облокотен на стенку. Мы не выкидываем ноги отсюда, мы подворачиваем таз, чтобы ноги были чуть впереди. И отсюда, выбрасывая ноги вверх, поднимаемся на руки. После этого мы опускаемся и опять сгибаем. Не просто сгибаем, а подворачиваем таз. И отсюда с помощью таза выкидываемся вверх. Окей? То есть, друзья, здесь помощь ногам и очень сильная. Здесь работа тазом очень сильная. Если вы будете просто выкидывать ноги, это вам, скорее всего, ничего не даст или даст очень-очень мало. Поэтому, опуская вниз ноги, вы должны подвернуть таз и, выворачивая вверх, выкидывать ноги. Тогда это вас потянет вверх, и вашим рукам будет немного легче. Это было третье, да? Третье упражнение в периодизации по сложности. И последнее, четвертое, это то же самое, только без всяких киппингов. То есть просто делаем отжимания в стойке на руках. То есть тут мы просто встали в стойку на руках, да, опустились, отжались. Опустились, отжались. Окей? Это, друзья, самое сложное, самая тяжелая версия. Это не самая сложная и самая тяжелая версия, но это уже, в общем-то, последняя версия, предпоследняя версия, извиняюсь, когда мы не пользуем никакими киппингами, никакими делами. То есть тут уже чисто силовое такое упражнение. И это первое, самое легкое из последующих силовых такого типа упражнений. Итак, друзья, вот такие вот 4 упражнения. У нас еще более сложные, которые тренируются намного меньше или в основном тренируют ребята, которые уже занимаются более серьезно соревновательными всякими делами. Обычные посетители залов обычно делают остальные упражнения либо меньше, либо практически вообще никогда. Поэтому, друзья, я думаю, что на этом будем заканчивать. Если будет интересно про другие, я могу рассказать, но я их сам лично еще не делаю или делаю очень тяжело. Тоже как бы учусь только их делать. Так что, друзья, как всегда, не забывайте обязательно поставить лайк и подписаться. И увидимся с вами, как всегда, естественно, в следующих видео. И да пребудет с вами сила, народ. Пока.